Всем привет, меня зовут Анатолий, я рад видеть вас на моем YouTube-канале. Сегодня мы будем разбираться с такой темой, как происхождение человека, откуда он появился, какие у него есть особенности и в чем отличие от животных, есть ли у него они вообще. Существует множество теорий по поводу того, как появился человек на Земле и в принципе. Некоторые верят в то, что инопланетяне привезли нас сюда, некоторые верят в то, что мы произошли от обезьян, а кто-то считает, что у нас был просто общий родственник с обезьянами. Лично я верю, что нас создал Бог, и давайте разберемся, как Он это сделал. Поможет нам разобраться в этом, естественно, Библия. Больше нету других источников для христианина, кроме как Библии, чтобы понять, каким образом что произошло и что хотел сказать и сделать Бог. Итак, в Бытие мы видим с вами творение, то есть, мы полностью видим описание того, как Господь создает землю, создает животных, создает воду, море, землю, птиц. И в конце, после того, как Он создал все, создал свой восхитительный мир, идеальный, Он создает человека. Но в чем же отличие человека от животных? Ведь создается он в этот же день, как и животные, в шестой. Мы видим с вами, что Господь говорит: да произрастит земля траву, зелень, деревья, да произведет вода рыб. Мы видим, что Господь создает опосредованно, то есть через воду или через землю разные существа, то есть через воду Он создает рыб, через воду Он создает птиц, через землю Он создает животных, деревья, траву, а человека Он создает сам, лично. Господь берет землю, создает из земли наше тело, но при этом нашу душу Он создает из ничего. Ничего не было, и появилась душа. То есть этой субстанции не существовало до того, как ее сделал Господь. И так каждого человека создает сам Бог непосредственно. Он сам принимает в этом активное участие, Он создает тело и создает душу. Как я уже говорил раньше, Господь создает человека отличным образом от того, как Он создает рыбу или животных. Он создает их похожим на себя. То есть человек – это теперь образ Божий. Он говорит: сотворим человека по образу и подобию нашему, по образу Бога. В этом мы видим отличие человека от животных. Мы понимаем, что человек является носителем образа Божия, в то время как животные нет. Животные являются образом самих себя, поэтому у них есть свои типы, свои архетипы и тому подобное. То есть мы можем сказать, что это все рыбы. Мы можем сказать, что это все люди, но каждый человек уникален, и у каждого человека есть своя душа, свои характеристики и, естественно, свои особенности, и каждый по-своему отображает Бога. Давайте рассмотрим тогда, в чем отличие человека от животных и от всех остальных. Почему человек настолько уникален? Мы видим с вами, что человек сотворен по образу и Божьему и подобию Ему. Это первое. Второе отличие – это человек создан как душа и тело, то есть двоякое. Есть у нас физическое тело и есть душа бессмертная, вечная. Тело не может существовать без души, но душа без тела может. И мы видим, как Господь чудным образом соединяет душу с телом, и таким образом появляется бессмертное тело, возможность бессмертного тела. Следующее отличие заключается в том, что человек сразу получает особенное место в этом творении. Человек создается уникальным в том смысле, что он помещается в полностью завершенное творение, уже есть весь сад. Господь помещает человека и говорит владычествовать над этим миром, наполнять его. То есть Он полностью веряет ему свое творение и говорит, что Он его будет руководить. То есть человек теперь руководит всем творением и является наследником Бога на земле. То есть он получает полностью в дар все творение. Следующее большое отличие – человек создается святым. В смысле, он получает нравственный образ Божий. Мы видим, что в человеке нет греха. Именно поэтому после того, как Господь творит человека, Он говорит «хорошо весьма». Мы понимаем, что первый человек, которого создал Господь, был совершен и в нравственном смысле.
у него не было греха, его тело не было подвержено греховным изменениям, и его разум и нравственность было полностью святое, отделенное для Бога, без всякого проявления тьмы и греха. Еще одно важное отличие: мы получаем бессмертие, но не бессмертие, как у Бога. У Бога бессмертие – это его качество, то есть это неотъемлемая черта, а бессмертие как возможность. Мы видим, что Господь сотворил человека и дарует за послушание бессмертие. Если человек выбирает послушание, то он получает бессмертие. Если человек выбирает ослушаться Бога, то есть согрешить, то он получает смерть. И мы знаем, что выбрал человек, к сожалению. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Если вы хотите больше узнать о том, что такое грех и как он появился, ссылки я оставлю в описании. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока!